И автолюбители, здравствуйте! Как и обещал, покажу, как устанавливать кнопку. И это актуально для автомобилей Volkswagen Group, Audi и Mercedes-Benz. Также есть определенные нюансы, как это делать. Сейчас мы пойдем к автомобилю и покажем, как это выглядит. В конце сделаем итог и покажем еще раз это на столе. Здравствуйте! Сегодня будем ставить кнопочку на... Это у нас Шкода А5. Кнопочка для того, чтобы она выключалась. Так как изначально CAN bus не дает этой возможности для автомобилей Шкода Volkswagen, то кнопочку нужно поставить на разрыв АЦЦ. Что такое разрыв АЦЦ? Это у нас специальный красный кабель. Вот он находится здесь. Для разделения вот этих двух кабелей питание выключается. Как видите, один из них идет на CAN bus, а второй идет на питание основное. Кнопку нужно поставить до CAN bus. Я использую вот такую вот кнопочку. Это самый дешевый вариант. Вы можете подобрать кнопочку с подсветкой, какую-то фирменную или оригинальную, например, установив ее в разъемчик. Вот здесь вот есть в Шкоде внизу свободные кнопки. Вот в этом месте они пустые. Купить такую кнопку, поставить, и у вас будет кнопка подключения. И эту кнопочку нужно поставить на разрыв кабеля АЦЦ. Этот вот кабель, видите, идет от питания. Это размычка. Именно ее нужно брать на АЦЦ. Ну, я думаю, что это вот этот розовый, красный. Но обязательно проверяйте все перед тем, как что-то монтировать с помощью контрольного прибора. Это делается просто. Минус вы всегда можете взять с прикуривателя с помощью вот такого прибора. Берем и проверяем на плюс и на минус. Это нужно дотронуться. Видите, контролька горит. В данном случае красный оказался плюсом. Чаще всего в китайских проводах такие есть. Чтобы сделать эту кнопочку, пришлось снять магнитолу. Иначе не получается. Конечно, лучше делать это сразу. А так придется снять всю магнитолу и будем подсоединять, разрывать вот этот красный провод. Кнопку саму запихнем в прикуриватель. Провод выведен. И теперь нужно разделить красный. Разделяем. Вот так вот выглядит зачищенный кабель АЦЦ. Два проводка. Сейчас на него будем ставить разрывную кнопку. Деле осталось заизолировать и проверить, как это все работает. Так, изолируем и соединяем назад фишку. Вот эту фишку, которая подает на CAN bus. Находится внизу. Клиент не захотел ее монтировать, то есть вставлять. Можно, конечно, ее вставить в любое место и включать. Он решил оставить ее просто в прикуривателе, чтобы закрыть, да и все. Когда надо включать, выключать. Этим этапом проверим, как работает кнопка. Для этого мы посмотрим вот этот кабелечек АЦЦ с помощью контрольки. Будет ли она гореть. В данном случае выключена. Сейчас режим включить. Проверяем. Так, это она вот здесь. Вот видите, горит. Горит лампочка. А если выключить, лампочка АЦЦ гореть не будет. Магнитолу, посмотреть, как это все будет работать. Аккуратно все подсоединяем. Не забываем прикрутить хорошо антенну. Одну, вторую, третью. RCA кабель. Кабель USB подсоединили. Камера есть. Все, в принципе, поставили. И питание. Теперь осталось проверить. Подключить кнопочку. Давайте посмотрим. Так, кнопочка у нас здесь. Включаем кнопочку. Должна включаться без зажигания. Все. Отлично. Магнитола включается. Точно так же она будет отключаться. И проверить все, чтобы работало. Таким образом установлена кнопочка. И так нужно делать на всех Volkswagen. Иначе батарейку, ваш аккумулятор будет выедать магнитола. В течение 3 суток, говорит клиент, просто постояло и оно выело. Если слабый, аккумулятор будет больше. Если вам нужно выключить магнитолу, вы просто выключаете, и она отключится.
если отключить зажигание. Чего не отключилось? И кнопка поставлена до CAN-бус от основного кабеля питания. Можно ставить кнопку до магнитолы. Это будет полный разрыв. До CAN-бус она работает таким образом. В режиме отключенного АЦЦ мы включаем магнитолу. Вот она у нас. Если выключить магнитолу, она тухнет при выключенном ключе. В данном случае стоит нолик. В течение определенного времени, там пару минут, правда зависит еще от магнитолы, стоит ли ждущий и ожидающий режим, мы можем вставить ключ, повернуть, и магнитола у нас запустится с нуля. Это означает, что она была выключена полностью. То есть 30 секунд стоит таймер. Если вы поставите единичку, то можно ее включать даже без зажигания. Вот сейчас она включается. Я сразу вот выключу ключи. Все потухло. Но я возьму здесь и включу кнопочку. Как видите, магнитола будет работать даже без ключа. Выключим, она потухнет. Ждем 30 секунд. Вставляем ключ. Сейчас в нуле. Включаем. Будет полная загрузка с нуля. Это означает, что магнитола была выключена полностью. Вот такой вот способ. Не хотите, чтобы полностью выключалась? Используйте кнопочку. Но это будет садить батарею. Так не будет садить. Вот так можно подключать кнопку в автомобиле Volkswagen. Это Skoda Octavia 5. Возвращаемся к столу и покажу, что мы сделали технически. Мы разделили вот этот вот провод, который соединяет наше питание и автомобиль. И частично этот же провод разъединен идет на коншину. Вот он идет на коншину плюс. Это как раз хорошо. Здесь мы ее разделили на две части и установили в разрыв вот такую кнопочку. Как это работает, мы уже показывали. При нуле у вас происходит включение магнитолы исключительно с помощью ключа. Когда вы ключ вытаскиваете, магнитола гаснет. 30 секунд она еще стоит в режиме ожидания, после этого гаснет полностью. Происходит полный запуск. Если вы не вставляете ключ, хотите его включить, достаточно нажать вот эту кнопочку. После этого она начинает работать. И можно ей пользоваться без ключей. Также обратите внимание, если вам не нужна функция, а именно клиенту нужна была функция включения с помощью кнопки без ключа, то вы можете просто разрезать вот этот вот провод, заизолировать и оставить. И тогда будет браться питание исключительно только через коншину. Таким образом отключаться будет всегда на 30 секунд, только будет держаться питание. И все, просто перерезать вот этот провод. Если же вы хотите сделать полностью так, чтобы выключалась всегда исключительно только кнопкой, нужно разрезать вот этот вот кабель. Красный АЦЦ до магнитолы, вот в этом месте. Тогда коншина тоже не будет получать питание. Также столкнулись с одной проблемой, связанной с задней камерой. Помните, что в Volkswagen Group автомобиле просто так камеру не подсоединишь, если использовать лампочку заднего хода. Питание обязательно у вас начнет ругаться, будут помехи на камере и тому подобное, так как Volkswagen контролирует напряжение в всех своих устройствах. Поэтому подключение питания нужно брать либо опять же от этого АЦЦ, сюда можно кинуть камеру, либо подключить на реверс синий кабель. То есть можно отсюда взять питание, кстати, вот это у нас питание антенны усилителя, чтобы питание шло исключительно от магнитолы уже, не от этого кабеля, а именно от самой магнитолы. И когда вы делаете питание от магнитолы, проблема полностью исчезает. У вас прекрасно будет работать камера. Конечно, если она не светодиодная. Если же камера светодиодная, то будут гореть светодиоды постоянно при включенном зажигании. Что тогда делать? Тогда все-таки нужно от лампочки заднего хода, но при этом вам нужно будет поставить специальный фильтр для Volkswagen. Недорого, но в принципе такое есть. Еще раз, хотите быстро сделать и не терять разряд батареи вашего автомобиля, можно разрезать вот здесь вот питание. Потому что именно в соединении с этим при подаче питания на коншину включается магнитола, это Skoda, это Volkswagen разные.
Это разрезали, и все у вас будет работать нормально. Но если вы хотите ее включать тогда, когда, например, нету ключей в зажигании, то вот можно поставить кнопку. Вот все очень просто. Надеюсь, это вам поможет. Подписывайтесь на канал, а я расскажу еще много. Почему? Потому что мы продаем и ставим эти магнитолы и сталкиваемся с каждой проблемой постоянно.